Всем привет, меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube, посвященный автомобилям. Сегодняшнее видео я посвящаю основам электротехники. Тема сегодняшнего видео – введение в электротехнику. Краткая история электротехники. 7 мая 1895 году является днем рождения радио. На заседании Русского физико-химического общества Попов продемонстрировал действие своего изобретения радио. Впоследствии этого возникла наука, которая изучает свойства и закономерности электричества, и применение его в быту и промышленности называется электротехника. Основные понятия. Что такое электрический ток и где он возникает? Кратко об атоме. Атом – это электронейтральная частица, состоящая из положительного ядра и отрицательных заряженных частиц электронов. Электрический ток – это направленное или упорядоченное движение заряженных частиц, в частности электронов. Таким носителем могут являться металлы. Ниже приведены изображения, как выглядит атом. Атом состоит из ядра, а ядро состоит из протонов и нейтронов. Протоны положительные, нейтроны нейтральные, электроны отрицательные. Третья фотография показывает, как передвигаются электроны в проводнике. Основные единицы измерения электричества – это напряжение, сила тока, мощность, сопротивление. И ряд формул, как можно получить ту или иную единицу измерения, зная как минимум две других. Например, чтобы найти напряжение, мы можем найти с помощью силы тока или мощности. Итак, все-таки что же такое сила тока, напряжение, сопротивление и мощность? Так вот, сила тока – это физическая величина, равная отношению количества заряда, прошедшей через некоторую поверхность за время. Это было по-книжному. Сейчас объясню по-простому. То есть представьте себе, электрон движется в проводнике. Так вот, это и есть так называемая сила тока. Сила тока измеряет количество электронов и то, за какой период времени они могут передвигаться. Это и есть так называемая сила тока. Напряжение – это разность на концах проводника или же разность потенциала. Оно будет существовать, пока эта разность не исчезнет. Тут представьте себе воду, шланг и бак, из которого течет вода. Так вот, роль проводника будет играть шланг, а роль электрического тока – вода, источник, соответственно, бак. Так вот, из источника выходит напряжение в 1 вольт. Вот, и электричество стремится идти туда, где его нету. Таким образом получается движение электрического тока. Сопротивление – это физическая величина, характеризующая свойства проводника, препятствует прохождению электрического тока. Но тут еще проще, чем кажется. То есть, если сила тока отслеживает то, как движется электрон, за какой промежуток времени, то сопротивление – это его противоположность. Сопротивление стремится не дать электронам перемещаться. Мощность – это равенство отношений работы, выполняемой за некоторый промежуток времени.
Но тут еще проще, чем кажется. Представьте себе любой механизм, то бишь автомобиль, трансформаторную будку, там, я не знаю, мотор, электромотор, вентилятор. Так вот, мощность это то, сколько же нужно электричества, чтобы включить, запустить тот или иной механизм. И то, за какое время это может произойти. Проще некуда. Ну а на этом все. Всем спасибо. До свидания. До новых встреч. Пишите комментарии, ставите пальцы вверх. Всем спасибо. До свидания.